Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас, так сказать, два формата в одном видео. У нас сегодня с вами будет распаковка от Натали, от местного продавца моего, и колка. То есть я буду показывать вам, что я заказала, и сразу мы будем с вами колоть. Давайте приступим. Так, здесь у нас аметист. Аметист. Я брала килограммчик. Вот такой красавчик. Небольшими кусочками в этот раз пришел. Вот такими. Очень напудренный. Сразу морает ручки. Я вернулась. Теперь видео будут выходить почаще. Так, что у нас здесь? Бонус. Чернянка. Не пробовала, честно скажу. Так, где мои ножницы? Секундочку. Ой, какой он напудренный. Вы посмотрите, с него прям сыпется. Такой вот кусочек напудренный. Обалденный. Песочный сухой сорт. Ну, обязательно обзоры будут. Так. Белый соленый. Тоже не пробовала. Взяла на пробу. Вот такой вот он. Такой плотный. Угу. Очень твердый. И реально соленый. Прикольно. Угу. Все это будут обзоры. Так, некоторые сорта я поколола без вас, так как заказ я забрала в четверг. Но у меня была знакомая милоежка. Я ей, так сказать, пробники делала. На пробу она ни разу не пробовала. Блины. Так, это у нас красная соль. Как вы знаете, красная соль мне не понравилась. Но к Натали пришла партия новая, я решила заказать. И знаете, что я удивилась, то, что пробник взяла, и он чистый, не скрипучий. Угу. Все, конечно, надо сушить, все влажненькое. Угу. Так. Угу. А вот этот кусочек надо поколоть. Сейчас мы его поколем. То есть сразу буду показывать и сразу будем колоть. Так как мне надо все разобрать, все разложить по своим местам. Угу. Колется, конечно. Но она плотная, она просохнет, еще плотнее будет. Ой. Сейчас опять все накрошу. Вот влажная и плохо колоть, потому что она как пластилин. Видите, насколько влажная? Так, не буду мучиться, просушу. Так, убираем все.
Ну, крошка, естественно, пойдет на изделие. Буду снимать. У меня все закончилось. Все мои трубочки, печенки. Надо будет лепить. И буду я делать это с вами. Так, сердце. Красное сердце. Обожаю. Так. Вот таким большой глыбкой, большим кусочком. Сейчас мы это будем с вами колоть. Вот такой здоровый кусок. Так, где мой большой молоток? Так. У нас отопление еще не включили, когда включат, неизвестно. Обещали, но пока тишина. Я сильно маленькие колоть не буду. Так. Все надо сушить. Все очень влажное. Угу. После каждой моей колки у меня всегда генеральная уборка. Почему не сняла отдельное видео распаковка и колка? Не знаю, мне хотелось соединить. Во-первых, экономия времени. Во-вторых, чтобы потом не отвлекаться уже от съемок, обзоров, болталок, рецептов и так далее. Вот так. А тут сразу я вам покажу, какой заказ у меня был, что я заказала. И сразу расколем и наведем, как говорится, порядок. Все летит, все разлетается. Ну, скажу так, непросушенные сорта тяжеловатенько колоть. В просушенном виде она более, так сказать, хрупкая, что ли. Так, раскололи, теперь убираем. Красное сердце заказывала. Сейчас я вам скажу, сколько. Здесь у меня есть бумажечка. 2 килограмма. Это глыбка на 2 килограмма. А то меня просили как-то в комментариях озвучивать, сколько в граммах, в килограммах я заказы делаю. Так, что у нас здесь? Астана желтая 2 килограмма. Тоже глыбками. Все глыбками. Как я люблю. Такой кусочек. И вот такой большой кусок. Здоровый. Вот такой кусочек у нас. Сейчас мы будем его колоть. Завтра я вам отсниму видео вопрос-ответ. Ну, вернее, расскажу вам, где я пропадала, что я делала, почему
не было долго видео, почему у меня были перерывы. Все вам расскажу. Если вас что-то конкретно интересует, пишите комментарии. Как раз я до завтра почитаю. Если какие-то прям вопросы есть, так сказать, безотлагательные, то я обязательно отвечу. Могу сказать одно. Сейчас все хорошо. Постараюсь очень сильно больше так надолго не выпадать из графика, так сказать, не оставлять вас надолго без внимания. Вот так. Тоже влажная и тоже колется не очень хорошо. Так, вот такие куски, кстати, очень тяжело откусывать, толстые. А когда ее поколешь на такие вот пластиночки, то очень удобно. Ну, влажная. Хруста нет, как у просушенной астаны. Вот проблема, кто живет в квартирах, это вот посушить. В духовке сушить мне не нравится, я не сушу в духовке. Жду, когда включат отопление. Кстати, я сушу, знаете, вот спасаюсь как. Я выкладываю на поднос то, что мне нужно посушить. У меня есть теплый вентилятор комнатный. Вот я его включаю на полную мощь. Ставлю поднос. Ну, где-то за час хорошо просушивает. Но также все мои запасы не пересушишь. Так что подождем, пока включат нам отопление. Так, следующее у нас... Что у нас тут следующее? Так, Астана Идеал тоже брала 2 килограмма. Здесь лежала такая большая, красивая пластинка. Но я ее убрала уже в свою коробочку на просушку. Так что сейчас будем... Оп, ну, все, разорвала. Тоже от таких вот больших кусков откусить будет сложно. Хруста практически нет. Ну, такой маленький кусочек я оставлю, конечно. Вкус побелки, вкус сырости присутствует у непросушенной Астаны. О, вся разваливается. Когда она хорошо просушенная, она обалденно хрустит. Но во влажном виде хруста практически нету.
Обожаю белые кусочки. Воду не взяла с собой, все залипло. Что у нас следующее? Орешек. Орешек я взяла специально для изделий. Как вы знаете, в таком виде я его не люблю, но орешек я взяла для трубочек. Очень плотный, очень твердый, очень жесткий, но прикольный вкус. Так, сейчас мы будем с вами колоть орешек. Такой кусочек. Он очень-очень плотный, очень твердый. Но в трубочках и в изделиях очень обалденный. Вот я хочу составить несколько рецептов. Он дает хорошую плотность, не вредный. Пасту делать из него классно, раскалывается как уральская. Так что буду вам все показывать, все рассказывать. Все разлетелось. Ну, на такие кусочки поколола. Так, следующее. Все достаю по порядку. Это башкирский сорт Руслан. Вот так вот все вычищено такими кусочками. Ну, колоть я его не буду, он мягкий, откусывается хорошо. Такими вот оранжевыми вкраплениями. Чистый. Тоже обзор сделаю на него. Обязательно. Узбечка зеленая. Если вы помните, в распаковке от Софии у меня была узбечка зеленая. Но она пришла скрипучая. То есть она поскрипывает. Я решила заказать еще у Натали сравнить, потому что это не вина продавца, что она скрипит. Это либо пласт такой попался. Не знаю, в общем, сейчас будем пробовать. Поколем ее. Узбечку зеленую я люблю. И вообще все узбечки люблю. Но они очень плотные, так что их лучше раскалывать на маленькие кусочки. Та узбечка, которая скрипит, я постараюсь вымыть с нее песок и тоже пущу ее на трубочки.
Сейчас еще мы эту проверим, скрипит она или нет. А это попалось чистое. Вот видите, все зависит от куска, от пласта. Такая красавица. Давно не грызла, хочется все погрызть. Так. Как и все узбечки, залипает, солененькая. Но я скажу так, соль в ней будет послабже, чем в голубой. Колю я ее специально на очень маленькие, тоненькие пластиночки, кусочки, потому что ей легко травмировать зубы. Она очень и очень плотная. Так что лучше ее поколоть. И колется она легче, чем голубая. Может, потому что еще влажненькая. При хорошей-то просушке она, конечно, будет очень и очень твердая. Так. Кстати, очень удобно, что у меня есть и большой молоток, и маленький. А вот маленький, милое дело, вот такие небольшие кусочки колоть. Так. Цвет у нее неоднородный, такой от... Вот я не сказала бы, что он зеленый, он такой, знаете, серо-голубовато-зеленоватый. Некоторые кусочки, конечно, цвета хаки с оранжевыми вкраплениями. Какой плотный кусочек попался.
Ну, вот так достаточно. Зеленую узбечку я заказывала килограмм. Дальше у нас моя любимица Астана розовая. Астана розовая. Так. Брала килограммчик. Вот такой у нас с вами кусочек. Такой красивый. Сейчас мы будем его колоть. Сразу чувствуется, что она тоже влажная. Опа. Так. От больших кусков ее тоже сложновато откусить. Из-за этого я все раскалываю на удобные для себя кусочки. То, что крошка остается, это у меня не пропадет. Можно ее в изделие опустить. Опа. Пасты сделать. Да все что угодно. Так. Астану я люблю. Все летит в разные стороны. Ой. Так. Как бы его расколоть-то? Вот так. Так, следующий у нас Туркестан пластины. Было 500 грамм, я поделилась. Ну, вот то, что у меня осталось. Колоть я это не буду. А дальше. Узбечка розовая. Тоже килограммчик. Вот ее нужно поколоть. Того у меня сейчас из узбечек есть розовая, голубая и зеленая. Осталось коричневую. Вот не знаю, буду я еще брать ее, не буду. В изделиях, конечно, она классная. Ну, как хорошо раскалывается. Так. Так хочется вот, чтобы вот эта вот тонкая пластинка так осталась. Сейчас попробуем. Практически получилось. Практически. Сейчас ее вот так. Узбечка розовая тоже. Она плотненькая, хрустящая. Слабосоленая пришла в этот раз. Она бывает сильно прям соленая, аж горчит. А бывает слабо соленая. Ой, смотрите, какая пресс. Тоненькая шоколадка. Тоже влажненькая. Все нужно сушить. Но эту пластиночку я так и оставлю. Может быть, что-нибудь с нее вырежу. Вот такая красавица. И последнее, что у нас осталось,
Конечно же, это мой любимый Туркестан коричневый. Туркестан коричневый. Такая глыбушка. Вот такая глыбка у нас с вами. И сейчас мы будем ее колоть. Видите, какой красавчик. Ага, в этот раз пришел плотный. Слегка влажноватый. У влажного Туркестана коричневого присутствует вкус сырости. Тоже его колоть лучше на небольшие куски, потому что он, когда высохнет, пласт попался плотный, а откусить его будет проблематично. Потому что иногда пласты попадаются плотные, а иногда, я бы не сказала, что они прям сильно мягкие, но вот так. Ну вот эта партия, вот, которая приехала к Натали, он прям как и должен быть. Плотный. О, промазала. Так. Угу. Видите, какой красавчик. В разломе. Заказ у меня был небольшой. Так. Тоже не могла долго забрать заказ от Натали. То у меня не получается приехать, то Натали. У Натали дела, как говорится. Все искали время, чтобы совпало все так, как надо. Так. Такие оставлю. Ну вот, на сегодня это все. Все мы с вами покололи. Итого, значит, у меня был Туркестан коричневый, Туркестан пластины, узбечки зеленая, розовая, Астана розовая, желтая, идеал, красная соль, красное сердце, Руслан. Что у меня еще здесь? Белый соленый пробник, чернянка бонус и аметист. Орешек еще. Забыла еще орешек. Вот такой небольшой заказ. Рассказала вам, показала, поколола. Завтра я сниму для вас болталку. Если у вас есть конкретно какой-то вопрос, который вы мне хотите задать, или хотите, чтобы я ответила на него, пишите под этим видео. Я успею в завтрашнем видео ответить. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.